Добрый день, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим украинские вергуны или хрустики. Это вкуснейшая бюджетная выпечка на все времена. Думаю, у каждой хозяйки есть свой рецепт этой выпечки, но я вам хочу предложить сегодня вариант, который опробован в моей семье, любимый. Вергуны получаются действительно неимоверно вкусные, мягкие и нежные. В описании под видео указано количество ингредиентов. В миску убиваю одно яйцо, добавляю сахар, щепотку соли, и все это слегка взбиваю венчиком до легкого посветления. Затем обязательно добавляю сюда заранее растопленное сливочное масло, охлажденное, кефир комнатной температуры и чайную ложку соды. И все это хорошо перемешиваю. И затем в два этапа просеиваю муку и буду замешивать тесто. Оно должно быть обязательно мягким и слегка липким. То есть много муки добавлять сразу не нужно. У вас может уйти немножко другое количество, но обязательно ориентируйтесь на консистенцию теста. Если оно будет забитое, то, соответственно, и вергуны тоже будут суховатые и не такие воздушные. Поэтому я добавляю вот так вот по чуть-чуть и смотрю, какого качества, какой консистенции у меня получается тесто. Вот такое оно должно быть приблизительно, очень мягкое и липнущее к рукам. Вот больше я уже муки не добавляю. Кладу тесто в миску и обязательно оставляю его отдохнуть на полчаса. А затем уже выкладываю на силиконовый коврик, припыляю его мукой. Для удобства делю тесто на две части. Одну часть пока убираю снова под полотенечко, чтобы она не заветрилась. А вторую часть раскатываю в круг толщиной приблизительно 3-5 мм. И теперь разрезаю на полоски и накрест, так, чтобы получились ромбики, квадратики, неважно. Тут уже какой формы захотите, такое и делайте. Можно просто нарезать на такие небольшие кусочки. И делаю надрезы в тесте в середине и формирую вергуны. Хотя когда-то я пробовала вообще просто вот кусочки теста жарить. Тут уже совершенно не важно, получаются такие пышечки. Ну или вот классические вот такой формы вергуны. Формирую их и уже буду потом жарить. Вот благодаря тому, что в тесто мы добавляем немного растопленного сливочного масла, совсем чуть-чуть, вергуны получатся очень мягкие и пышные. Потому что пробовала рецепт на одном кефире, то все-таки они пока вот свежие, они мягкие, а потом они становятся жесткими. Поэтому обязательно попробуйте по этому рецепту. Жарю вергуны на раскаленном сливочном масле на среднем огне с двух сторон до золотистости, до красивого вот такого вот состояния. Внимательно, так, чтобы не подгорело, потому что когда они становятся совсем темные, то тоже не совсем это вкусно. И обязательно выкладываю вергуны на бумажные полотенца или салфетки, чтобы избавиться от лишнего количества растительного масла. И затем уже сразу же жарю вторую порцию. Получается их достаточно много из небольшого количества продуктов. Продукты абсолютно доступные, поэтому это такая вот действительно каждодневная выпечка. Можно слегка вот так присыпать сахарной пудрой или щедро обвалять, так как мы любили в детстве, как делала мама. Вот так вот прям, чтобы много было сахарной пудры. И только посмотрите, какие они пышные, пористые внутри. И даже на второй день эти вергуны не черствеют. Ну, хотя и долго, конечно, они не задерживаются. Обязательно пробуйте, пишите свои отзывы в комментариях, напишите свои рецепты вергунов, буду пробовать. Всех благодарю, желаю мира и добра. Пока!